Главный источник энергии для человека – это жиры, белки, углеводы. Помимо них необходим целый набор микронутриентов, витаминов, минеральных веществ, микроэлементов, биологически активных компонентов. Это больше сотни химических соединений. То, что качество и состав пищи влияет на самочувствие, трудоспособность и выносливость, люди поняли очень давно. Примерно в 400 году еще до нашей эры Геродот призывал: «Позвольте пище быть вашим лекарством, а лекарством – вашей пищей». Пища должна содержать белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества и воду. Одни белки служат для построения структуры тела, из них формируются ткани и важные для функционирования организма жидкости. Другие участвуют в синтезе ферментов и гормонов. Источниками животного белка являются мясо и рыба, сыры, молочные продукты и яйца. Белки растительного происхождения мы получаем из злаков, орехов и бобовых. Идеальной ежедневной дозой белков считается 1 грамм белков на 1 килограмм массы тела. При этом необходимо, чтобы более половины этих белков были животного происхождения. Жирные кислоты омега-3 и омега-6 относятся к незаменимым жирным кислотам, которые организм не может синтезировать самостоятельно и которые должны поступать только с пищей. Недостаток этих кислот в питании способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Источниками жиров являются сливочное и растительное масло, масличные плоды, например, грецкие орехи, разные сорта мяса и рыбы, яичный желток, шоколад и выпечка. Попадая в организм, углеводы преобразуются в глюкозу, что с одной стороны дает нам силы и энергию, а с другой повышает уровень сахара в крови и подталкивает к образованию жировой прослойки. В одних продуктах, например, в цельнозерновом хлебе, несладких мюсли, спагетти и большинстве сортов овощей и фруктов содержатся хорошие углеводы. После еды у организма уходит больше времени на их разрушение и добычу сахара. Такие продукты, как белый хлеб, сдобная выпечка, сладости – источники плохих углеводов. Они способствуют возникновению избыточного веса.